студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, а это значит, что по московскому времени 7 часов вечера, и пришло время нашей большой аналитической программы, в которой мы говорим о самых важных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в стране и которые связаны с Кавказом так или иначе. Мы всегда приглашаем сюда, в нашу студию, гостей, которые могут говорить об этих событиях и о каких-то тенденциях, которые есть сознанием дела, грамотно и с холодной головой, но с горячим сердцем. Сегодня в студии Вестника Кавказа председатель Совета Московской осетинской общины Валерий Каволов. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. И сегодня, так или иначе, речь пойдет, во-первых, о национальных общинах в России, о том, какое значение они имеют, потому что не секрет, к сожалению, когда говорят о каких-то национальных образованиях, таких общинах, диаспорах, все время это несет в последнее время такой негативный оттенок. В основном говорят о том, что эти объединения создаются для того, чтобы была какая-то круговая порука, для того, чтобы только поддерживать друг друга, в том числе и когда есть некие какие-то противоправные действия, вытаскивать из милиции, договариваться и так далее. Вот для того, чтобы развеять эти все мифы, мы сегодня, Валерий, вас и пригласили в эту студию. Ну и, конечно, очень хотелось бы сегодня поговорить о странном, на мой взгляд, происшествии, а может быть не странном. Вот как раз с вашей помощью, я надеюсь, мы не разберемся. Я имею в виду тот инцидент, который произошел в Южной Осетии со спортсменами-борцами. И с Дзамбалотом Тедеевым, который поехал на юбилей отца. Чуть попозже я расскажу подробности, если кто-то не знает. Но начнем все-таки с общины. Вот какие цели и задачи у таких объединений национальных, в частности, вот осетинской общины Москвы? На самом деле, то, о чем вы говорите, это действительно имеет место быть. Когда жизненное пространство у людей постепенно отбирается, да, то они ищут виновного. Кто же отбирает у них это жизненное пространство? Кто же делает их жизнь более такой вот тяжелой, скудной и так далее? И в наш сегодняшний день самое легкое, что есть у людей, это выбрать вот виновных в этом лиц. Да? Виновные лица это кто, как правило? Это те, которые на вас не похожи. У них другой цвет волос, у них другой разрез глаз, форма носа и так далее. Вот они и есть виновные во всех ваших бедах. Это нормальное явление, не только у нас, везде, всегда человек ищет виновного в том, кто на него не похож. Вот непохожими на всех остальных оказались в данном случае кавказцы, да, в первую очередь, азиаты и так далее. Поэтому по этим непохожим лицам иногда и наносят очень часто удары. Да? А что такое община и для чего она создается? Значит, раньше, в советское время и до советского времени, до революции, общины всегда существовали. Они, может быть, не были организационно оформлены, но люди, как правило, тянулись к своим землякам, потому что им нужно было с кем-то разговаривать на своем языке, нужно было с кем-то отмечать праздники, которые традиционно отмечают представители различных национальностей. Нужно было воспитывать детей в духе своей национальности. Это есть и у осетин, и у чеченцев, и у узбеков, и у грузин, и у русских, когда они оказываются за пределами своего государства. А мы, осетины, находимся в своем государстве, в том государстве, которое часть которого мы составляем. Мы защищаем это государство, мы поднимаем это государство. Мы вносим в копилку этого государства свой определенный вклад, и духовный, и материальный, и когда негативные какие-то вещи делаем, и негативный вклад, точно так же, как и все остальные. То есть, на самом деле, я правильно понимаю, что вот вообще община осетинская в частности, это в основном такое такое национальное объединение? Такое. Да, национально-культурное объединение. Вот. И в основном вы занимаетесь проведением праздников и так далее. Не носит ли это какой-то политический характер? Нет. Значит, в первую очередь, для чего нужна такая община? Она в первую очередь нужна для тех людей, которые здесь живут, создают здесь семьи, у них рождаются здесь дети, эти дети растут. Они должны, например, иметь возможность изучать свой язык. Вот мы делаем все для того, чтобы у них такая возможность была.
они должны общаться с себе подобными. Да? То есть они должны видеть, что они не одни в этом городе такие, и когда их там какими-то словами называют, они, собираясь вместе, понимают, что вот он не один, еще есть такие же точно, которые разговаривают тоже на этом языке. Они при возможности должны учить свои традиции, они должны знать свою культуру, историю, они должны танцевать свои национальные танцы, они должны знать кухню свою национальную, они должны пропагандировать ее среди других и говорить: нет, вот мы не такие, потому что мы, хоть мы на вас и не похожи внешне, но в общем-то у нас много хорошего есть. У нас есть история, у нас есть культура, у нас есть красивые обычаи, красивые традиции, мы хорошо танцуем, мы хорошо поем, и, значит, мы делаем вкусную пищу, которая вам должна всем нравиться. Да? Мы хорошие. А вот как удается вырываться за рамки общины? То есть я понимаю, что, да, допустим, собираются грузины, осетины, армяне, азербайджанцы там, или дагестанцы, они собираются, общаются на своем языке. А как удается как раз вот вторую часть, о которой вы говорили, показать другим, что нет, мы хорошие, у нас есть традиции, которые очень правильные, которые можно и перенять на самом деле. Вот какими методами это достигается? Вот специально этого делать не нужно. В первую очередь, кроме того, что мы являемся осетинами, предположим, мы москвичи. Мы живем в Москве среди всех национальностей. Вот как мы себя ведем, как мы разговариваем со старшими, как мы дружим, как мы учимся, как мы ведем себя вообще в незнакомом обществе и так далее. По нашему поведению о нас и судят. Как мы с соседями общаемся. Если мы будем с утра до вечера всем рассказывать, какие мы хорошие, а сами будем, значит, приползать домой на полусогнутых, да, в непотребном виде, громко ругаться матом, значит, всех оскорблять и так далее, нам все равно никто не поверит. Мы должны жить правильно, мы должны быть честными, мы должны быть трудолюбивыми, мы должны хорошо учиться, мы должны своим примером показывать всем остальным, как нужно, да, и все наши соседи будут об этом знать. Дальше не нужно распространять свое влияние. Нужно пока вот в том коллективе, где каждый из нас находится, он там должен быть, ну, хорошим, порядочным, обыкновенным человеком, таким же, как и все. Сейчас это не секрет, об этом очень много говорят, причем и на самом верху, и в правительстве, и в Госдуме. Манежная площадь, все события, которые этому предшествовали, да и, собственно, наверное, Манежная площадь это была уже квинтэссенция, это был взрыв такой, а в обществе вот этот негативный фактор непонимания, особенно между молодыми людьми. Мы с вами люди советской эпохи, мы действительно все учились в школах, где учились самые разные национальности. Нас с детства приучили находить общий язык с разными национальностями. К сожалению, с распадом Советского Союза вот эта вещь стала уходить из этой жизни. И у меня есть ощущение, когда я смотрю то, что происходит вокруг, что наше поколение, вот примерно наше поколение, может чуть-чуть еще на 10 лет младше, это те люди, которые еще это помнят и которые на этой базе еще можно все восстановить, потому что дальше придется все делать заново, просто заново. Вот то, что происходит сейчас между молодежью, вот это даже между людьми разных национальностей, которые родились и выросли, допустим, в Москве. Во-первых, почему это произошло, с вашей точки зрения? И что сейчас вот нашему поколению надо делать для того, чтобы изменить ситуацию? На самом деле, действительно непростой вопрос. Потому что мы помним все 90-е годы. Что происходило в обществе? Люди потеряли вот то жизненное пространство, о котором я вам говорю. Они оказались в ситуации, когда надо выживать. Когда нужно каким-то образом вот занять вот под солнцем свое место. И каждый начал двигать локтями друг друга. И когда люди, те, которые живут в своей стране, которые считают, что она вот им принадлежит, да, и они видят, что их жизненное пространство занимает кто-то, кто на него не похож. Наверняка он не является частью этого государства. Наверняка это государство ему не принадлежит. Его отцы и деды были, значит, нам никто, как бы, да, вот так примерно рассуждает обыватель.
И вдруг он занимает место под солнцем лучшее, чем я. У меня неприятие к нему. Да, вот он мое место занял, вот там я должен был быть, а оказался он. Он не думает, что тот оказался более трудолюбивым, лучше приспособленным к жизни. Значит, он думает о том, что вот эта несправедливость, которая существует, она только потому, что они, вот не мы, да, они сплочены, они вместе, а мы разобщены. И они начали объединяться. Вот объединяются, к сожалению, под такими вот лозунгами: Россия для русских, там Москва для москвичей, Россия для русских и так далее. А если его спросить, вот этого человека, кто такие лозунги выкрикивает, а в каких границах ты хочешь иметь Россию для русских? А куда тогда девать всех остальных, которые живут там, в национальных республиках? Как ты? Ты же бросаешь камень в людей не своей национальности, а этот камень попадает на голову того же русского, который живет, предположим, в Чечне. Брошенный тобою здесь камень попал на его голову, потому что чеченец или там осетин, или дагестанец, которого ты здесь обидел, поехал туда к себе на родину и там обидел русского, предположим. Тоже такой же неумный, как и ты. Как ты к этому отнесешься? Ему никто не задал этот вопрос. Мне кажется, все-таки должна быть стройная государственная политика, и облегчить эту работу должны именно, как вы сказали, люди нашего поколения, которые привыкли жить в мире, в согласии друг с другом. Вы знаете, не хуже меня, что было время, когда у нас таких вопросов не стояло. И все национальности, они просто дополняли друг друга, они украшали эту страну, и всем было весело, все любили ездить в Гагры, все любили ездить, значит, на Кавказ, там море, вино, солнце, виноград. Это всем нравилось. Сегодня это все потеряно. И никто не вырабатывает вот какой-то новой такой политики, которая бы молодежь нашу воспитывала вот в таком вот именно духе. Они не понимают, что они разрушают свою страну. Часть работы сделали мы, старшие. Мы разрушили Советский Союз. Теперь вот эта молодежь, которая под лозунгами «Россия для русских», «Москва для москвичей», они хотят разрушить еще все остальное. Я думаю, мы не должны допустить этого.